Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как обвязывала старые заколки. Вот что у меня получилось. В этом видео покажу сначала вот такую с цветочком, а второе видео посвятим вот такому варианту обвязки. Для создания заколки нам понадобится заготовка для заколки, либо же какая-нибудь старая заколка, которая есть у вас дома. Я буду обвязывать пряжей Yarn Jeans. Вот такое изделие, как заколка, отлично утилизирует остатки пряжи, поэтому вы можете вязать из тех остатков, которые накопились у вас дома. Но рекомендую выбирать не совсем толстую пряжу, которая будет подходить для крючка 2, максимум 2,5. У меня пряжа Yarn Jeans в 50 граммах, 160 метров, крючок номер 2, игла с широким ушком и ножницы. Для начала мы с вами свяжем шляпку для заколки, да, вот эту вот верхнюю часть закроем. Здесь я буду набирать 4 воздушные петли. Если у вас заколка шире, например, как вот эта, то просто набираете на 1-2 петельки больше, либо прикладывайте цепочку к заколке и вот смотрите, когда вы достигнете необходимой ширины. Я набираю 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И далее буду вязать по кругу. Делаю воздушную петлю. И во вторую петлю от крючка провязываю первый столбик без накида. Далее в следующую за верхнюю дужку второй столбик, третий и четвертый. Далее провязываю сюда же, в эту же точку, еще один столбик для разворота. И перехожу на следующую сторону. И здесь вот провязываю сюда же, но только уже за нижнюю дужку, да, или за верхнюю. Она у нас сейчас верхняя. Первый столбик, кончик при этом обвязываю. Дальше второй столбик. Дальше третий. И четвертый. И еще один столбик для разворота. Его мы провяжем воздушную петлю, которую формировали, да, для подъема. Вот она. Все, закончили первый ряд. У нас получилось 4 на одной стороне, 4 на другой и по одному столбику для разворота. Итого всего 10 столбиков. И далее мы под верхнюю дужку вяжем просто по одному столбику, да, в каждую верхнюю горизонтальную. Всего у нас их получится 10. Раз, два, три, 9 и 10. Вот так вот можно уже выгнуть полотно. Так, провязали второй ряд, 10 столбиков без накида. Можно уже примерить на заколку. И вот добавим еще один ряд, тоже 10 столбиков. Ничего не соединяем, просто вяжем по спирали. Проходим вот следующая, верхняя горизонтальная. Девять и 10. Так, примеряем. Все, отлично. Далее мы переходим уже на обвязку заколки одной и второй стороны. При этом шляпку мы располагаем так, чтобы петля у нас была с левой стороны. Да, мы отсюда начнем обвязку. Вот этот хвостик можно обрезать. Надеваем шляпку и переходим к обвязке. Сначала проходим в верхнюю горизонтальную на шляпке, да, которая у нас ближайшая к петле.
проходим сюда, расстегиваем заколку. Далее крючок проводим под основание заколки, набрасываем петельку. Это не совсем здесь удобно сейчас будет. Подтягиваем. Вот переместили петлю, подтянули ее, чтобы все было плотненько. И провязываем здесь, соединительную петлю. Далее шагаем под основание заколки, захватываем нить, подтягиваем все и потом провязываем столбик без накида. И вот так мы обвязываем до вот этой части. Считайте здесь столбики, их должно быть нечетное количество. Плотно заполняем вот эту деталь. Сначала подтягиваем, чтобы не болталась нить, и затем провязываем. Подтянули и провязали. У меня здесь всего поместилось 11 столбиков. Если шляпка будет съезжать, ничего страшного в этом нет. Мы ее вот так вот просто возвращаем назад и затем на этой стороне ее уже закрепим. Для перехода на противоположную сторону мы делаем 2 воздушные петли. Эти петли будут выступать основанием для столбиков в следующем ряду. Да, так мы задекорируем вот этот угол. И далее сюда мы провязываем также 11 столбиков, да, или столько, сколько было у вас на первой стороне. 11. И далее прикрепляемся к шляпке. Для этого мы проходим вот сюда, да, в крайнюю верхнюю горизонтальную. И проходим на противоположной стороне. Вот так это получится. И провязываем сюда соединительный столбик. Вот так. Все поправляем, чтобы было ровно. Первый ряд готов. Далее мы будем вязать поворотными рядами. Петлю подъема мы не делаем, ею у нас будет выступать вот эта соединительная петля. Переворачиваем полотно вот таким образом. И проходим, кладем ниточку на соединительную петлю, проходим под верхнюю горизонтальную, провязываем столбик без накида и вот так вот в каждую верхнюю горизонтальную вяжем по столбику без накида. Вяжем плотно, равномерно. Далее мы переходим на обвязку вот этого угла. И здесь мы проходим под воздушные петли, которые мы делали в прошлом ряду, и вяжем сюда 3 столбика без накида. И далее переходим на противоположную сторону под верхнюю горизонтальную по столбику. И последний 11 столбик. И сделаем соединительную петлю в ближайшую точку на шляпке. Вот так. Закончили вязание второго ряда. Вот что у нас уже получается. И далее вяжем третий ряд чередованием столбиков. 3 столбика без накида в одну точку, одну верхнюю горизонтальную пропускаем, следующую снова 3 столбика без накида, следующую пропускаем. И так чередуем по кругу. Здесь мы уже будем вязать по кругу и также по вот этой шляпке пройдемся. Так, начинаем 3 столбика в одну точку. Следующую пропускаем. Через одну проходим 3 столбика в одну точку. Пропускаем 3 столбика в одну точку. Пропускаем. И последняя точка на стороне. И далее переходим на обвязку нашей шляпки. Здесь у нас будет
3 столбика, здесь 5 столбиков и здесь 3 столбика. Но мы также сохраним здесь вот это чередование столбиков, будем провязывать 3 столбика, 1 пропускать, 3 столбика, 1 пропускать. То есть у нас вот было здесь 3 столбика, значит мы вот этот пропускаем, первый, да, на стороне, сюда провязываем 3 столбика. Дальше следующий пропускаем. И вот здесь сверху у нас 5 столбиков всего, да, для провязывания. Но мы будем провязывать. Один из них мы пропустили. Следующий провязываем 3 столбика. Пропускаем вот это пространство между столбиками. Следующее провязываем 3 столбика. Дальше вот эту точку, самую крайнюю, пропускаем. И вот провязываем там, где второй ряд. Все, сравняли все. И далее обрезаем нить, оставляя хвостик подлиннее. Полностью высвобождаем нить из петли, вводим нить в иглу и делаем имитацию верхней горизонтальной. Вот первая верхняя горизонтальная, заводим иглу под нее спереди назад. И возвращаем нить в эту точку, откуда она выходила, вот сюда, в эту петлю. При этом проходим внутрь петли и вот в эту перемычку, которая сзади. Сверху назад. Все. Закрыли. И прячем нить просто между столбиков в любом порядке. Итак, вот что у нас получилось. Обвязали нашу основу. Вот такой вариант может быть как самостоятельным, да, так и с добавлением каких-то декоративных элементов. И сейчас я вам покажу, как сделать вот такой цветочек. Для цветочка вы можете взять нить либо того же цвета, либо контрастную, другого. Формируем кольцо амигуруми, при этом оставляем хвостик подлиннее, им мы будем пришивать цветок к заколке. Если вы хотите вот такую контрастную серединку, то можете этого не делать и затем пришить просто отдельной другой нитью другого цвета. Я оставлю хвостик подлиннее, формирую кольцо и провязываю здесь 2 воздушные петли. Далее в кольцо провязываю 11 полустолбиков с накидом. Итого у нас получается 12 полустолбиков, да, первые это были 2 воздушные петли, имитировали таким образом первый столбик, всего 12 столбиков. Затягиваем кольцо в круг и сделаем соединение ряда. Можно делать любым привычным для вас способом, я делаю как обычно. Про такое соединение можно посмотреть в видео про салфетку, оставлю подсказку. Провязали первый ряд. Далее второй и заключительный ряд у нас будет состоять из следующих комбинаций столбиков. Мы
в каждое пространство между столбиками, да, вот сюда, не под верхнюю горизонтальную, а спускаясь чуть ниже между столбиками, да, мы здесь еще также подцепляем еще одну перемычку, что дает более плотное прилегание ряда к ряду. И вот в каждое пространство между столбиками, всего таких пространств у нас 12 будет, мы провязываем один столбик с накидом, далее в этот же столбик мы будем провязывать 2 полустолбика. И вот эта часть, да, вот такой столбик с накидом и в него 2 полустолбика с накидом, мы повторяем 3 раза в одну точку. И в каждое пространство по 3 таких комбинированных столбика. Начинаем мы с накида и проходим вот в первое пространство, в любую точку. Захватываем рабочую нить, провязываем 2 петли и еще одну. Здесь этот столбик у нас будет таким начальным. Мы его не будем наращивать еще 2 столбиками, полустолбиками. Просто делаем накид и в эту же точку провязываем столбик с накидом. Дальше делаем накид и проходим вот сюда, в только что провязанный столбик. Да, вот так вот за него заходим с правой стороны. Так, мой накид потерялся. Накид и в этот столбик, который только что провязали, первый полустолбик с накидом, накид и сюда же второй столбик. Дальше накид и в основании вот сюда провязываем 3 столбик с накидом и в этот только что провязанный провязываем 2 полустолбика. Накид в следующее пространство между столбиками, вот сюда. Вяжем 3 таких столбика. Столбик с накидом, накид и за него, в него, да, провязываем 2 полустолбика с накидом. Накид в эту же точку основания, столбик с накидом, накид и в только что провязанный столбик с накидом 2 полустолбика с накидом. И последний 3 столбик в точку основания в эту же. Вот такой комбинированный столбик. И так мы чередуем, вяжем до конца ряда. И провязала последний столбик, обрезаю нить, оставляю хвостик подлиннее. Высвобождаю полностью нить из петли. Завожу нить в иглу и делаю имитацию верхней горизонтальной петли. Прохожу вот сюда в первую верхнюю горизонтальную, спереди назад, и возвращаю снизу назад в последнюю. И также через перемычку, которая сзади. Все, и прячу между столбиков нить. Далее ввожу кончик от кольца в иглу и сейчас буду пришивать. И здесь мы будем попеременно цеплять вот серединку нашей шляпки. Прикладываем ровно и будем проходить насквозь в цветок и возвращаться через центр вот сюда. Итак, будет 6 стежков. Вывели нить назад, прошли в эту же точку на шляпке. И выводим в первом ряду, да, вот в столбике. Можно между столбиков. Если у вас будет нить контрастного цвета, то здесь я соблюдала вот такую последовательность. У меня здесь было всего тоже 6 стежков и располагала их, ну, примерно через каждые 2 столбика. Если нить однотонная, то здесь особо можно не придерживаться этого.
Просто самое главное пришить надежно. Далее делаю несколько оборотов рабочей нити вот так вокруг того места, где мы сшивали. Все плотненько подтягиваю, но сильно не перетяните. Раза 3-4 будет достаточно. И здесь прохожу в ближайший столбик любой, цепляюсь за ниточки и делаю узелок. Все, зафиксировала нить и увожу через столбики шляпки. Обрезаю. И вот такие заколочки с цветочками у меня получаются. Если вы хотите такой более пушистый цветок, более объемный, вы можете провязывать и по 4, и по 5 столбиков, да, в пространство между столбиками. Цветок получится такой более объемный. И еще хотела добавить, если вы решите оставить заколку без декоративного элемента, то здесь я в шляпке рекомендую добавить еще 1 или 2 ряда, чтобы хорошо перекрыть, да, вот эту верхнюю часть, чтобы это не было видно. Ну, а в следующем видео мы с вами разберемся, как обвязать вот таким способом заколочку. Этот вариант мне очень сильно нравится тем, что здесь огромный полет для фантазии, декорирования вот этой верхней части. Все, большое спасибо вам за просмотр. До встречи в новом видео. Пока-пока!